Сколько на самом деле стоит поездка в Прагу? Можно ли уложиться в 50 евро в день? Или это миф? Прага – один из самых популярных городов Европы. Но стоит ли она своих денег? Или это переоцененное направление? Я провел несколько дней в Праге и сегодня покажу, сколько это реально стоит от авиабилетов до еды и жилья. Под прошлым видео про пражский трамвай вы оставили комментарий с просьбой снять обзор самой Праги. И тут я вспомнил, что один из подписчиков давно просил сделать видео про цены и лайфхаки для туристов, включая авиабилеты. Учитывая, что в апреле у меня плотный график и нет возможности куда-то летать, я решил начать серию видео про города, в которых был в прошлом году. И начнем с одного из самых любимых городов – столицы Чехии – Праги. Прага в моем личном топе городов не только из-за идеального трамвая, хотя для меня это отдельный плюс. Важнее другое. Сюда относительно легко и недорого добраться. Чехия находится в самом центре Европы, здесь отличная железнодорожная система, а в аэропорту Праги базируются лоукостеры, такие как Ryanair и Wizz Air. Все это в итоге делает Прагу довольно доступным направлением для путешествий. Учитывая, что меня смотрят из Узбекистана, Казахстана, стран Балтии, Украины, Германии и Польши, давайте разберемся, сколько стоит сюда добраться и кому это обойдется дешевле всего. И заодно сравним, из каких стран лететь выгоднее. Я сам приехал в Прагу на поезде из Дрездена. Если вы живете в Германии, это, пожалуй, самый удобный и часто самый дешевый вариант. Например, из Берлина в Прагу ходит около 8 прямых поездов в день. Время в пути чуть меньше 4 часов с остановкой в Дрездене. И это комфортная альтернатива самолету. По ценам билеты начинаются примерно от 60 евро. Я, например, ехал из Дрездена, сейчас такой билет стоит около 30 евро. Полгода назад я купил за 25. А обратный билет вообще обошелся мне в 14 евро. Хотя, честно говоря, сейчас видно, что все немного подорожало. Похоже, инфляция добралась и до железных дорог. Если вы летите из Узбекистана, самый доступный вариант сейчас это рейсы с пересадкой. Например, из Ташкента можно добраться через Баку с Azerbaijan Airlines. С пересадкой около 5 часов, билет в одну сторону обойдется примерно в 2 миллиона 160 тысяч сумм. Я сам с этой авиакомпанией еще не летал, но по отзывам вполне достойный уровень. Если же хочется быстрее, есть прямой рейс. Но тут уже придется заплатить больше. Билет туда-обратно стоит примерно 5,5 миллионов сумм на рейсах Канот Шарк. Я летал с ними один раз из Стамбула в Ташкент. В целом остались хорошие впечатления. Если лететь из Казахстана, тоже есть два варианта. Самый простой – прямой рейс из Астаны авиакомпании СКАТ. Билет туда и обратно обойдется примерно в 255 тысяч тенге. Кстати, обзор на эту авиакомпанию уже есть у меня на канале, можете посмотреть. Ну и если хочется сэкономить, есть вариант через Стамбул. Рейс авиакомпании Pegasus, пересадка около 5 часов, позволяет сэкономить примерно 85 тысяч тенге. Правда, придется немного пожертвовать комфортом, но тут, как всегда, выбор за вами. Либо быстрее, либо дешевле. Самый дешевый вариант – это страны Балтии. Например, из Риги можно улететь лоукостером Ryanair. Билет туда и обратно начинается примерно от 69 евро. Если не любите лоукостеры, есть альтернатива. Национальный перевозчик Латвии Air Baltic от 129 евро. Из Вильнюса иногда даже дешевле, примерно 114 евро за перелет туда и обратно. А вот из Таллина прямые рейсы есть только у немецкого лоукостера. Цены стартуют от 135 евро. В целом, если вы живете в странах Балтии, добраться в Прагу можно очень бюджетно. И еще дешевле можно добраться из Польши. Есть вариант на самолете национального перевозчика LOT. Цены начинаются примерно от 534 злотых. Но самый бюджетный вариант – это поезд. Билет стоит 719 чешских крон. Это примерно 125 злотых. Правда, есть нюанс, дорога займет около 9,5 часов. Поэтому тут классический выбор. Либо дешево, либо быстро. Как видите, добраться в Прагу можно из любой страны. Вопрос только в бюджете и времени. Теперь про жилье. И здесь у меня есть небольшой опыт. Не самый удачный. В первый раз я решил сэкономить и снял номер за 20 евро в сутки. Звучит отлично, не правда ли? Но был один нюанс. Это было подвальное помещение без окон. В моменте мне это не показалось подозрительным. Слишком низкая цена просто затуманила здравый смысл. К счастью, я туда приходил только спать, но все равно через несколько дней решил сменить отель на нормальный. И вот тут уже реальность. Нормальное жилье в Праге стоит примерно 250-300 евро за неделю. В среднем за ночь получается 35-45 евро. Это комфортные варианты в хороших районах. Поэтому мой совет – лучше не гнаться за самой дешевой ценой. Иногда экономия того не стоит. Давайте теперь поговорим про еду.
И сразу про цены. В Праге можно питаться очень по-разному, все зависит от того, где вы едите. Если брать центр города, там цены выше. Например, завтрак в кафе обойдется примерно в 5-8 евро, обед в обычном ресторане 10-15. Ужин с горячим блюдом и напитком уже 15-20 евро. Но если немного отойти от туристических мест, можно найти варианты дешевле. В супермаркете, например, можно поесть на 5-7 евро. В целом, если не переплачивать, комфортный бюджет на еду – это примерно 20-30 евро в день. Если сделаем итоговые расчеты, сколько это выходит за неделю, жилье примерно 250-300 евро, еда около 20-30 евро в день, это 140-210 евро в неделю, транспорт примерно 30 евро. Итоговые расчеты такие: минимально около 420 евро, комфортно 500-600 евро за неделю без учета авиабилетов. Если добавить перелет, итоговый бюджет будет примерно от 600 до 900 евро в зависимости от страны. Ну и конечно, самое главное, что посмотреть в Праге. И здесь все довольно просто. Этот город сам по себе достопримечательность. Начать стоит со старого города. Это сердце Праги. Здесь всегда жизнь, туристы, уличные музыканты, кафе. И именно отсюда лучше всего начать знакомство с городом. Рядом находятся знаменитые астрономические часы. Каждый час здесь собирается толпа, чтобы посмотреть небольшое представление. Дальше Карлов мост. Один из самых узнаваемых символов Праги. Но есть один нюанс. Днем здесь буквально не протолкнуться. Поэтому, если хотите прочувствовать атмосферу, приходите рано утром или ближе к вечеру. Обязательно стоит подняться к Пражскому замку. Это огромный комплекс, и даже просто прогулка по его территории уже стоит того. Отсюда открываются очень красивые виды на город, особенно на крыши старой Праги. Отдельно хочется сказать про сами улицы. Иногда самые интересные места — это не популярные точки из гида, а обычные улочки, куда ты случайно сворачиваешь. Прага — это город, где можно просто идти без маршрута и постоянно находить что-то красивое. И, кстати, трамвай здесь — это тоже часть впечатлений. Даже обычная поездка по городу уже выглядит как небольшая экскурсия. В итоге Прага — это не про список 10 мест, которые нужно посетить. Это про атмосферу, прогулки и ощущение города. И, честно говоря, это один из тех городов, куда хочется вернуться. Если подводить итог, у Праги есть как сильные стороны, так и свои минусы. Из плюсов это, конечно, атмосфера. Город выглядит как открытка, и здесь реально приятно просто гулять. Отличный общественный транспорт, удобная логистика и по меркам Европы довольно адекватные цены. Но есть и минусы. В центре очень много туристов. Иногда это прям мешает наслаждаться городом. Цены в популярных местах могут быть завышены. И иногда сервис, скажем так, без лишней теплоты. Но несмотря на это, Прага остается одним из самых комфортных, красивых городов Европы. И главный вопрос, стоит ли она своих денег? На мой взгляд, да. А что думаете вы? Напишите в комментариях, поехали бы вы в Прагу или выбрали бы другой город. Если видео было полезным, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Весь этот месяц будут выходить такие же обзоры городов Европы с ценами, маршрутами и личным опытом. Увидимся в следующих видео.